Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень простой десерт, даже не включая духовку. И это чизкейк с вишней. Готовится он из простых продуктов и получается очень вкусный. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. И начнем с приготовления основы для чизкейка. Понадобится 250 граммов любого песочного печенья. Его нужно измельчить в крошку. Это можно сделать в блендере или переложить в плотный пакет и измельчить скалкой. Затем 120 граммов сливочного масла растапливаем в микроволновке до жидкого состояния, добавляем крошки и хорошо перемешиваем. Теперь пересыпаем крошку в форму, хорошо прижимая, формируем донышко и затем бортики. Я использую разъемную форму для выпечки диаметром 20 см, но также подойдет и форма диаметром 22 см. Просто тогда чизкейк у вас получится чуть ниже. Дно формы я застелила пергаментом, но это не обязательно. Старайтесь, чтобы переход между донышком и бортиком был минимальным. Затем основу нужно убрать в морозилку, и пока мы будем заниматься начинкой, она как раз застынет. Для приготовления начинки понадобится 20 грамм желатина. Заливаем 120 граммов воды, перемешиваем и оставляем набухать. Здесь у меня 500 граммов творожного сыра комнатной температуры. К нему добавляем 80 граммов сливок. У меня они жирностью 33%, но также подойдут и 20%. Немного перемешиваю лопаткой, чтобы сливки не разлетелись. И затем взбиваю миксером буквально 1 минуту до однородного состояния. Затем добавляем 120 граммов сгущенки и перемешиваем еще буквально пару минут до однородности. Кстати, творожный сыр можно заменить на пастообразный творог. Его нужно пробить блендером или перетереть через сито и затем уже соединить с остальными продуктами. Я с творогом уже пробовала, получается тоже очень вкусно. Также для начинки понадобится 300 граммов замороженной вишни. Ее нужно заранее достать из морозилки и полностью разморозить. Затем ее нужно измельчить в пюре. Вишневое пюре добавляем в общую массу и еще раз все хорошо перемешиваем до однородности. Я немного перемешиваю миксером и в конце домешиваю уже лопаткой. Честно говоря, на данном этапе я уже немного попробовала, и это очень вкусно. Чизкейк получается в меру сладким, поэтому если вы сладкоежка, то можете добавить немного сахарной пудры или сгущенку. За это время желатин хорошо набух, и теперь его нужно растопить до жидкого состояния. Это можно сделать двумя способами. Либо в микроволновке импульсами по 10 секунд, либо на водяной бане. Самое главное его не перегреть, иначе он потеряет свои свойства. Затем в растопленный желатин добавляем немного крема и перемешиваем. Это делается для того, чтобы выровнять температуру ингредиентов и чтобы желатин не пошел комочками. Затем выливаем в общую массу и еще раз все хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью разошелся. Теперь достаем нашу основу из морозилки. За это время она уже хорошо застыла и стала более плотной. Выливаем подготовленную начинку. Аккуратно простукиваем форму, чтобы она равномерно распределилась. Затем накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник до полного застывания. Примерно на 1-2 часа. А лучше оставить его там на ночь, чтобы чизкейк хорошо стабилизировался. После того, как чизкейк застынет, его нужно будет покрыть шоколадной глазурью. Нам понадобится 100 граммов белого шоколада, к нему добавляем 50 граммов сливок и растапливаем в микроволновке импульсами по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешивая. В итоге должна получиться вот такая гладкая и однородная масса. Достаем наш уже застывший чизкейк из холодильника, сверху выливаем шоколад и быстро его распределяем, наклоняя форму в разные стороны.
Так как чизкейк холодный, то глазурь начнет быстро схватываться, поэтому здесь нужно действовать быстро. Украшение чизкейка на ваше усмотрение. Использовать для украшения замороженные ягоды я не советую, так как они начнут таять и под ними образуются лужицы. Лучше использовать свежие ягоды, фрукты, орешки или, например, как у меня, цветную глазурь. После того, как украсили чизкейк, его нужно убрать в холодильник на 10-15 минут, чтобы глазурь хорошо схватилась. У меня глазурь уже полностью застыла. Достаю чизкейк из холодильника, прохожусь ножом по краю, снимаю форму, перекладываю на подложку и убираю пергамент. Чтобы разрез у меня получился ровным и красивым, я окунаю нож в горячую воду, насухо его вытираю и затем уже отрезаю первый кусочек. Такой чизкейк без выпечки – это отличный вариант простого десерта к чаю или на праздничный стол. В данном рецепте можно экспериментировать и вместо вишни добавлять другие ягоды или фрукты. Вкусная песочная основа и очень нежная вишневая начинка. На мой взгляд, это одно из самых удачных сочетаний. Чизкейк получается красивый, вкусный и в меру сладкий. Как вы уже убедились, готовится он очень просто. Поэтому сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Если будете готовить, то обязательно присылайте свой результат ко мне на почту или в мою группу ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в шапке моего канала. Также на канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!